Привет! Меня зовут Лена. Сегодня я покажу вам рецепт вкуснейшего тыквенного ПП-рулета. Готовится он совсем несложно, а результат порадует вас своей красотой и вкусом. Приятный бонус! Тыква сама по себе обладает природной сладостью и не требует много подсластителя. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Первым делом нужно тщательно измельчить эритрит. Посмотрите, этот подсластитель, как правило, идет крупинками. Если начать взбивать белки с таким эритритом, эти крупинки не растворятся и останутся хрустеть на зубах. Поэтому измельчаем его до состояния пудры. Вот такая мелкая пудра должна получиться. Очень удобно измельчить сразу много эритрита, хранить его в плотно закрытой емкости и использовать по мере необходимости. Заранее смешаем сухие ингредиенты для коржа. Здесь 50 грамм кукурузной муки. Добавляем 12 грамм миндальной муки, 1 грамм кардамона, 3 грамма разрыхлителя и 6 грамм кукурузного крахмала. Все тщательно перемешиваем. Также нам понадобится 180 грамм тыквенного пюре. Оно даст нашему рулету яркий оранжевый цвет и необычный оттенок вкуса. Я взяла готовое детское пюре, а в сезон тыквы легко сделать такое самостоятельно. Просто отварите кусочки тыквы в небольшом количестве воды и измельчите с помощью блендера. Главное, нужно добиться похожей консистенции. Добавляем желтки, перемешиваем и всыпаем сухие ингредиенты. Тоже тщательно перемешиваем. Вот такая масса должна получиться. Отставляем ее в сторонку до готовности белков. Теперь займемся белками. Понадобятся белки 3 крупных яиц или 4 мелких. По весу должно получиться 115 грамм. Это количество рассчитано на 1 противень. Всыпаем в белки подсластитель и взбиваем. В этом рецепте обязательно нужно использовать именно эритрит. Это объемный подсластитель, именно это качество нам важно. Он, подобно сахару, делает взбитые белки более стабильными. У эритрита есть еще одна особенность. Кроме сладости, он дает легкий мятный холодок. Поэтому желательно сочетать эритрит с другими подсластителями, чтобы этот эффект не был слишком выражен. В данном рецепте сладость тыквы прекрасно гармонизирует мятный вкус эритрита. Взбиваем до твердых пиков. Как только вы видите, что белок хорошо держит форму, значит, пора остановить взбивание. Смешиваем нашу тыквенную смесь с пышной белковой массой, добавляя порциями белок и каждый раз аккуратно вымешивая. Соединяем обе массы полностью. Перемешиваем лопаткой движениями снизу вверх. Вот такое пушистое нежное тесто у нас получается. Распределяем его по противню ровным слоем. Здесь я вам рекомендую использовать силиконовый или тефлоновый коврик, любое покрытие, к которому точно не прилипает тесто. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. За это время как раз можно приготовить крем. Соединяем в блендере 500 грамм рикотты или мягкого творога, 40 грамм йогурта, 10 грамм подсластителя и 2 грамма экстракта ванили. И смешиваем с помощью блендера в гладкую массу. Вот такой простой и вкусный ванильный крем у нас получился. Этот крем очень мягкий и нежный. Он не держит форму, но отлично подойдет в рулет и даже немного пропитает его. Перекладываем крем в кондитерский мешок, чтобы потом легко и просто распределить его по коржу. Корж выпекался 20 минут. Как видите, начал слегка румяниться. Этот корж сам по себе не сухой, он не нуждается в дополнительной пропитке. Эта сторона будет у нас лицевой. Переворачиваем корж на другой коврик лицевой стороной вниз. Аккуратно снимаем коврик и оставляем остывать корж в накрытом виде, чтобы влага не уходила из него и он не потрескался при сворачивании. При нанесении крема корж должен быть чуть теплым. Наносим крем ровным слоем.
Примерно 2 см с каждой стороны оставляем без крема. В этот рулет прекрасно впишутся кусочки ягод или фруктов. Особенно интересно будут смотреться здесь вишня, клюква, апельсин, грейпфрут или томленая груша. Предложите ваши варианты начинки в комментариях. Перед скручиванием положите под край коврика подложку, тогда рулет сразу ляжет ровно на нее. Закручиваем рулет. Очень удобно скручивать с помощью силиконового коврика. Он фиксирует ваш рулет по всей длине, а руками в это время можно подгибать и выравнивать. Слегка прижимайте рулет, чтобы он плотно соединялся с кремом. Перекатываем на подложку. Вытаскиваем коврик. Вот такой ровненький рулет получается. Укрываем его пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник минимум на 5 часов для идеальной пропитки. Рулет настоялся, снимаем пленку. Срезаем неровные края. Смотрите, этот рулет сам по себе уже красивый, яркий. Украсить его можно просто белым ванильным кремом и ягодами или любой посыпкой, как мы делали с меренговым рулетом. А я решила покрыть его просто шоколадной глазурью. Ее рецепт уже есть на моем канале. Вот так, это очень легко и при этом очень красиво. Получился яркий и необычный тыквенный рулет. Мягкий, сочный, простой в исполнении и в то же время необычный. Вместе с чашечкой чая он очень поднимает настроение. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Пока!